Всем привет! Сегодня мы расскажем вам истории маньяков и убийц, которые были пойманы, понесли наказание, но были выпущены из тюрьмы раньше срока. Да, по фильмам и книгам мы привыкли, что справедливость всегда торжествует, но в реальной жизни так получается далеко не всегда. Злостные рецидивисты, педофилы и людоеды выходили из тюрем из-за несовершенства судебной системы. И чтобы не затягивать, давайте начнем с, возможно, самой нелепой причины досрочного освобождения из-под надзора. Александру Клаку было 40 лет, когда его жена Никсиан узнала о его измене. Александр решил далеко не ходить и переспал с няней их 2-летнего ребенка. Няне к тому времени было 17. Не собираясь терпеть подобное унижение, Никсиан пригрозила Александру уйти от него и подать на развод. Тот впал в ярость и напал на жену. Он долго бил ее, а потом задушил прямо на глазах у собственного ребенка. Чтобы закончить дело без проблем, он упрятал тело жены в чемодан и закопал его на вершине холма. Но это не помогло. Уже через 5 дней тело Никсиан было найдено. Суд приговорил Александра к 67 годам заключения в тюрьме. И вот тут следите за руками, потому что уже через 8 лет он вышел на свободу. Как так вышло? Рассказываем. В суде потеряли компьютер, на котором хранились стенограммы судебных заседаний. Адвокат на основании этого факта добился освобождения своего подопечного. Мол, с одной стороны, из-за потери данных Александру не подать прошение об условно-досрочном или апелляцию. А с другой, это также лишает суд права рассматривать дело. Это все. Вот так просто. Конечно, родственники убитой были в шоке, но ничего не могли поделать. Следующая история будет про человека, стоящего на страже правопорядка. Про человека, который решил, что пренебрегать правилами можно и нужно. Луис Ван Шур был обычным полицейским в Южноафриканской республике, задача которого состояла в том, чтобы отслеживать срабатывание сигнализаций. Конечно, он и на места выезжал. Пока что все в рамках приличий, не правда ли? Один нюанс. Почему-то именно в смены Ван Шура статистика показывала рост убитых грабителей во время задержания. Сам Ван Шур объяснял это тем, что он всего лишь выполнял свою работу. Когда им наконец-то заинтересовались правоохранительные органы и допросили, он признался в убийствах и заявил, что убил более 100 человек. Оказалось, что его жертвы были либо чернокожими, либо представителями смешанной расы. Не имел значения ни возраст, ни пол. Никто из них не был вооружен, что дает основание экспертам говорить о расовой ненависти, как о мотиве преступлений. СМИ, в свою очередь, так и прозвали его «убийца-расист». Ван Шур подобные обвинения настойчиво отрицал. В итоге его судили за 19 убийств, но признали виновным только в 7 и 2 покушениях на убийство. В 1992 году Ван Шур был приговорен к 20 годам тюремного заключения, но отсидел только 12. Почему? Потому что раскаялся и вступил на путь веры и исправления. Да-да, вам не кажется. Его выпустили из тюрьмы буквально под честное слово. После освобождения Ван Шура встретила невеста. Ну, если следующая история не возмутит вас, то мы даже не знаем. Хотя, зачем лукавить? Впереди у нас еще один маньяк, вышедший на свободу до срока. А пока знакомьтесь. Issei Сагава. Родившийся в послевоенной Японии, Issei Сагава вовсю учился в начале 80-х. Да не где-нибудь, а в Париже, в Сорбонской академии. Изучал авангардную литературу. 11 июня 1981 года Сагава, которому к тому времени уже исполнилось 32 года, пригласил свою однокурсницу по Сорбоне, голландку Рене Хертевельд, на ужин в свою квартиру под предлогом перевода стихов для домашнего задания. Сагава планировал убить и съесть, чтобы впитать ее энергию. С ростом 1 метр 44 сантиметра Сагава считал себя слабым, уродливым и маленьким. Он выбрал высокую, ростом 1 метр 78 сантиметров, высокую статную Рене, за характеристики, которых, по его мнению, ему не хватало.
Когда Рене начала читать стихи, Сагава подкрался к ней со спины и выстрелил ей в шею из винтовки. По словам Сагавы, он потерял сознание из-за шока, но очнулся с решимостью выполнить свой план. Для начала Сагава изнасиловал труп Рене, но так и не смог прокусить ее кожу, поэтому ему пришлось выйти из квартиры и купить мясницкий нож. После расчленения Рене Сагава в сыром или приготовленном виде съел большую часть ее груди, лица, ягодиц, ступней, бедер и шеи, а другие части тела хранил в холодильнике. И ключевое, Сагава фотографировал каждый этап своей чудовищной трапезы, которые в итоге стали весомым доказательством его преступления. Спустя 4 дня остатки тела Рене начали разлагаться, и Сагава попытался сбросить в озеро 2 чемодана, наполненные останками жертвы. В парке Булонский лес рядом с озером он и был пойман французской полицией. Как вы, наверное, уже понимаете, здесь начинается самое интересное. Так уж вышло, что Сагава был не из простой семьи, и его отец первым делом нанял ему очень дорогого адвоката. Вполне вероятно, благодаря этому, после 2-летнего содержания под стражей, судья признал Сагаву невменяемым на момент преступления и отправил его в психиатрическую лечебницу, откуда Сагава давал различные интервью, в том числе одному японскому писателю, незадолго после этого опубликовавшему подробный рассказ от лица убийцы в одном из японских журналов. То ли публичность и нарастающая слава, то ли адвокат отца все-таки сделал свое дело. Но в итоге французские власти решили депортировать его в Японию, где Сагава был немедленно помещен в больницу Мацузава в Токио. И вот тут самое интересное. Японские психиатры признали его вменяемым и заключили, что сексуальные извращения были единственной мотивацией Сагавы для убийства. Во Франции обвинения с Сагавы сняты, документы французского суда опечатаны. Речь даже не заходила о том, чтобы передать улики и всевозможные доказательства японским правоохранителям. Как следствие, по закону Японии Сагаву просто не могли содержать под стражей. 12 августа 1986 года Сагава выписался из больницы и впоследствии оставался на свободе до своей смерти 24 ноября 2022 года. Он дожил до 73 лет. А следующая история произошла в стране, которая славится своей безопасностью. Летом и осенью 1981 года в доме престарелых в тихом местечке Норвегии была обнаружена серия подозрительных смертей. И, конечно же, полиция заинтересовалась управляющим Арнфином Нессетом. На допросе в полиции Нессет первоначально признался в убийствах 27 пациентов, которых, как он утверждал, убил путем инъекции им суксамитония хлорида, препарата, парализующего мышцы. Ему были предъявлены обвинения по 25 пунктам обвинения в убийстве. Но позже он отказался от своего признания и отрицал все обвинения до конца 5-месячного судебного разбирательства. Главный обвинитель на суде Олаф Яхельн описал Нессета как амбициозного человека, который хотел полностью контролировать жизнь и смерть своих жертв. И хотя в итоге он был осужден за 22 отравления, некоторые эксперты предполагают, что число жертв могло достигать 138 случаев, но доказали только 22 убийства, за которые Нессет был осужден на 21 год заключения в тюрьме. В Норвегии это максимальный срок наказания. Но даже этот срок Нессет не отсидел. Он был освобожден через 12 лет за хорошее поведение. Разве что следующие 10 лет Нессет был под наблюдением норвежской полиции. Сейчас он живет где-то в Норвегии под новым именем. А наш следующий убийца-рецидивист стал первым российским преступником, который освободился от пожизненного заключения. У Анвара Масалимова из Уфы, хоть и было пожизненное, но с правом на УДО через 25 лет, которым он и воспользовался. Началось все с того, что в конце 70-х Масалимов напился, в пьяном угаре поссорился с коллегой и зарезал его. Сел за это на 15 лет. В 1991 году убийца освободился, но уже через несколько месяцев снова вернулся на зону. 17 августа 1991 года Масалимов задушил пенсионера, у которого снимал комнату.
Причина все та же – пьяная ссора. Труп мужчины Масалимов расчленил и пытался сжечь в печке, а когда не вышло, закопал на его же участке. В свое оправдание Анвар сказал, что пенсионер сжег его одежду, документы и личные вещи. После наводки от соседей Анвара арестовали и приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Но в 1998 году ввели мораторий на смертную казнь, и наказание смягчили до пожизненного заключения. И вот тут в игру вступают дополнительные условия. 22 июня 2016 года, отсидев 25 лет в исправительных колониях, где сидят самые жестокие убийцы, террористы и педофилы, Анвара освободили условно-досрочно. После освобождения он вернулся в родную Уфу. Но вы же не думаете, что Масалимов на самом деле исправился. Сначала, в апреле 2018-го, его чуть не обвинили в убийстве собутыльника, которого на самом деле зарезала его сожительница Елена. А потом, 17 ноября того же года, во время пьяной ссоры, Масалимов воткнул нож в печень приятелю. Мужчину удалось спасти, а Анвара в 2019 году посадили на 5 лет за причинение тяжкого вреда здоровью. Похожая история и у Никиты Бергенстрёма, также известного как Юха Вальякалла. После освобождения Юхи в мае 1988 года из тюрьмы в Турку, он с тогдашней подругой начал бродяжничать по Финляндии и Швеции. 3 июля 1988 года Юха крадет мотоцикл, понадеявшись остаться незамеченным в темноте. Однако хозяин мотоцикла, Стэн Нильсон, и его 15-летний сын застали Юху с поличным. Началась погоня, которая трагически закончилась на кладбище. Юха застрелил обоих из дробовика. Той же ночью ему в руки попалась и жена Нильсона, Эва, которой он перерезал горло также недалеко от кладбища. Через неделю Юха и его подруга были пойманы в Дании. На суде двое подсудимых обвиняли друг друга в убийствах. Судебный психиатр установил, что Юха обладает психопатическими чертами личности и был очень агрессивен из-за своего расстройства. В конце концов, это дело об убийстве стало для него 12-м уголовным приговором. И в этот раз все было вроде бы логично. Юху приговорили к пожизненному заключению по 3 пунктам обвинения в убийстве и перевели в Финляндию для отбывания срока. Его же подруга получила 2 года за соучастие в нападении и нанесении побоев. Юха пытался бежать из тюрьмы 5 раз – в 1991, 1994, 2002, 2006 и 2022 годах. И вы не поверите, даже эти побеги, хотя охрана с полицией и ловили осужденного достаточно быстро, иногда всего в нескольких метрах от тюремных стен, даже эти побеги не стали весомым аргументом. Отсидев 19 лет в тюрьме, Юху выпустили 25 февраля 2008 года. Следующие несколько лет Юха, к тому времени уже пару раз сменивший имя, то нарушал условия досрочного освобождения и возвращался в тюрьму, то его снова выпускали. В итоге все это закончилось 27 февраля 2023 года, когда уже Никита Бергенстрём скончался в возрасте 57 лет. И, пожалуй, последний на сегодня случай – история о том, насколько системны ошибки и сколько людей может пострадать, потому что злодею вынесли недостаточно строгий приговор, а что еще хуже – отпустили досрочно. По примерным подсчетам, Рауль Меза-младший мог убить в общей сложности около 12 человек. Первый раз он нарушил закон 31 декабря 1975 года, когда вместе с 3 подельниками ограбил магазин в Остине и выстрелил в спину менеджеру магазина. К счастью, менеджер пережил нападение и дал показания против Мезы. За это преступление его приговорили к 20 годам тюремного заключения, но Меза отсидел только 5. 3 января 1982 года, всего через год после освобождения, Меза-младший внезапно схватил 8-летнюю Кендру Пейдж, когда она ехала на велосипеде по детской площадке. Меза изнасиловал девочку, а после задушил и выкинул тело в мусорный бак у школы, где его нашли полицейские. Преступление всколыхнуло городскую общественность и напугало родителей.
а Меза признался в убийстве через несколько дней. Тогда он заключил сделку о признании вины и получил 30 лет заключения. Однако, как и в случае с предыдущим сроком, его освободили из тюрьмы через 11 лет благодаря хорошему поведению. В 1994 году он нарушил условия УДО и вновь попал в тюрьму, вернувшись на улицы Остина уже в 2002 году. То ли все это время Меза терпел, то ли хорошо заметал следы, но в следующий раз о нем снова заговорили, когда 24 мая 2023 года он позвонил в полицию и признался в убийствах Глории Лофтон и Джесси Фраги. Тело Глории нашли в 2019 году у нее дома. Ей было 66 лет. И почему-то полиция решила, что та умерла по естественным причинам. Во втором случае, хотя Джесси Фраги и было 80 лет, полиции пришлось расследовать это дело, ведь тело было найдено в пригороде. У него на шее был обмотан ремень, вокруг были брызги крови и разбросаны ножи. В конце концов, 29 мая полиция задержала Мезу в отеле в Северном Остине и взяла его под стражу. Пока что приговор не вынесен. Обществу остается только надеяться, что хотя бы в этот раз убийцу не выпустят на свободу. А на этом, пожалуй, все. Надеемся, получилось удивить вас сегодня. И до встречи в новых видео.